Добрый день, меня зовут Филиппова Ольга, я главный хранитель парков Государственного музея-заповедника «Царское село». И сегодня мы посвятим несколько минут рассказу об одном из самых крупных цветочных украшениях Екатерининского парка. Есть известный факт, для всех очевидный, что Екатерининский парк делится на две части – пейзажную и регулярную. А регулярная часть, в свою очередь, делится еще. Это верхний сад, который заканчивается террасой и зеркальными прудами, нижний сад, где мы сейчас находимся, с партером амфитеатра, и Эрмитажная роща, где стоит павильон Эрмитаж. Вот этот участок парка, в общем-то, так можно сказать и про всю регулярную часть Екатерининского парка, самая древняя. Здесь планировка сохранилась еще со времен Петра I. Причем нижний сад, он использовался не только в декоративных целях, у него был такой очевидный, понятный функционал. Здесь, вот в этих баскетах, за этими зелеными стриженными стенами, на этих газонах, которые мы сейчас видим, при Петре I выращивались яблоневые сады. Существует даже красивая легенда, что Петр I сам сажал там яблони, а Елизавета Петровна, которая на протяжении своей жизни испытывала трудные времена, кормилась продажей урожаев с этих яблоневых садов. И вот этот вот участок сада, этот цветник, тоже имел некий функционал. Здесь выращивали смородину для плодовых кустов. И тут начинается очень интересная история, которую мы можем раскрутить по историческим планам и по тем документам, которые до нас дошли. Итак, мы знаем, что здесь выращивали смородину. До нас сохранился указ Елизаветы Петровны своим садовникам Якобу Рехлину и Трифону Ильину, в которых она пишет: под смородину с одинаковой кроною посадить нарциссы. Какой можно сделать вывод из этой короткой фразы? Во-первых, что смородиновые кусты использовались как декоративные растения, а во-вторых, что это была какая-то смородина с одинаковой кроной, то есть формованные смородиновые кусты, которые сажали в цветниках. Именно зная эту информацию, в цветнике амфитеатр мы посадили смородиновые кусты. Вообще, вот эта форма амфитеатра, когда из одной точки выходит три дорожки, она характерна и в малых масштабах, в масштабах садов, и в больших городах, в масштабах городов. Такую планировку мы можем увидеть в нескольких российских, французских, любых европейских городов. Еще второе его название – это гусиная лапка. Так как амфитеатр – элемент французской планировки, мы и цветник здесь сформировали на французский манер. То есть в рабатках из стриженных кустарников внутри мы сделали такой микс из растений. Причем некоторые из них имеют особую принадлежность к этому месту, имеют историческое значение, социокультурное значение. И вообще рассказывают истории, как мы любим, про которые можно рассказать. Одно из таких растений – это тагетис. Тагетис или бархатцы – это известное, наверное, каждому человеку, который не имеет даже к садоводству отношения. Цветочек привычный, характерный для нашего климата, для наших садов. Но, тем не менее, это растение появилось здесь в период великих географических открытий, когда европейцы завоевывали Новый Свет. Оно родом из Южной Америки. Вообще ацтеки считали, что там, где растет бархатцы, там, где растет тагетис, много золота. В общем-то, так как у ацтеков золото было, я думаю, что этой примете, если вы находитесь на территории Южной Америки, можно верить. Вот в европейскую культуру оно вошло под названием маригол, то есть приобретает уже такое культовое значение. Ну и по поводу этого растения у нас есть специальный приказ. В 1704 году Петр I пишет в Москву прислать мне из Измайлова цветов, кои пахнут. Вот к этим цветам, кроме календулы, калуфера, руты, мяты, относился и тагетис. Это было растение, которое было приятно императору, его запах ему нравился. Ну, мне кажется, сейчас надо каждому для себя ответить на вопрос, является ли аромат бархатцев желанным. Вот еще одно неожиданное растение, которое подчеркивает о том, что мы пытаемся создать здесь цветник XVIII века, который неизменно привлекает внимание посетителей, я люблю за ними наблюдать в этом участке парка, это помидоры. Помидоры, наверное, ни у кого не ассоциируются с цветочным растением. Хотя это не так. Вообще помидоры, они попали в Европу с колумбовых времен. То есть Колумб привез помидоры и томаты в Европу. И как пищевые их растения их не воспринимали вплоть до середины XIX века. Они всегда были украшением цветников. Это считались декоративные растения. Очень много у них различных названий. Их исконное название томат, или именно так их называли на родине, откуда их привез Колумб. Томат
сейчас это название перешло и к нам. Ну, а испанцы назвали это растение помодоро, золотое яблоко или яблоко любви. Вот с таким метафорическим красивым названием это растение и вошло в цветники XVIII века. В общем-то, именно это, как яблоки любви, оно должно представать перед нашими посетителями. Ну и последнее растение, на которое я хочу обратить внимание, мне очень нравится история его происхождения, это георгина. Вообще, на самом деле, она имеет малое отношение к XVIII веку, ее тут при Елизавете Петровне не было, но, тем не менее, сейчас она настолько плотно вошло в нашу зеленительскую жизнь, что пока мы не готовы от него отказаться. Его история интересна тем, что, несмотря на то, что оно также прибыло из Нового Света в эпоху великих географических открытий, на него ботаники обратили внимание достаточно поздно. Только в 1784 году это растение обратило на себя внимание директора мадридского ботанического сада Сервантеса, и только через 7 лет оно получило свое название. Интерес состоит в том, что во всем мире это растение называется далия, а георгина только в нашей стране. И связано это с тем, что позднее, еще позднее, в 1803 году немецкий ботаник Вильденов дал далее второе название георгина в честь своего друга, петербургского ботаника Иоганна Готлиба Георги. То есть, таким образом, если вдруг вы где-то в Европе встретите своего друга-садовника, то, говоря с ним про георгины, не забывайте называть его далией. Мы уделяем большое внимание цветнику амфитеатр. Создавать этот микс довольно ответственное дело. Его главная задача быть декоративным в течение всего сезона. А главная особенность в том, что он постоянно меняется. То есть, приходя сюда каждые 2 недели, вы должны, мы рассчитываем на это и таким образом формируем этот цветник, заставать здесь разные картинки. Цветение сменяется одно за другим за счет того, что цветы одного цвета, но разного вида и разной формы. Тут создается такой некий градиент. Все это в светлой розово-голубой гамме. И мы приглашаем наших посетителей приходить в амфитеатр регулярно и наслаждаться его видом. Его очень любят птицы, насекомые, животные. Здесь можно провести какое-то количество времени и даже войти в некую цветочную медитацию.